Россия никогда ни на кого не нападала, и это мы хотим гарантий, чтобы наших граждан никто не убивал. Об этом сегодня заявил премьер Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста телекомпании CNN о том, может ли Россия гарантировать, что подобные действия не будут ею предприняты в отношении других соседей. Путин рассказал, что в то время, когда Грузия приняла решение начать войну с Южной Осетией, ему удалось переговорить с президентом США. В это время я, как вы знаете, находился в Пекине и имел возможность на коротке переговорить с президентом Соединенных Штатов. Я ему прямо сказал о том, что нам не удается связаться с грузинским руководством, но один из руководителей вооруженных сил Грузии объявил о том, что они начали войну с Южной Осетией. Джош ответил мне, что, я уже об этом говорил публично, что войны никто не хочет. Мы надеялись, что администрация США вмешается в этот конфликт и остановит агрессивные действия грузинского руководства. Ничего подобного не произошло. Более того, уже в 12 часов по местному времени подразделения вооруженных сил Грузии захватили миротворческий городок на юге Цхинвали. Это не мы должны гарантировать, что мы на кого-то нападем. Мы ни на кого не нападали. Это мы требуем гарантии от других, чтобы на нас больше никто не нападал и наших граждан никто не убивал. Отвечая на вопрос об отношении России к тому, что Запад может предпринять некие меры давления, Владимир Путин дал понять, что Москву это не слишком пугает и что членство в каких-либо организациях не стоит человеческих жизней. Что, должны позволить себе убивать? Но за это сохранятся, скажем, в восьмерке. Да, а кто будет сохраняться в восьмерке, если всех нас убьют? Вот вы говорили об угрозе, возможной угрозе со стороны России. Вот мы с вами здесь сидим, сейчас беседуем мирно в городе Сочи. В нескольких сотнях километрах отсюда подошли американские боевые корабли с ракетным вооружением на борту, дальность действия которых как раз несколько сот километров. Это же не наши корабли пришли к вашим берегам, а ваши пришли к нашим. Значит, выбор у нас какой? Мы не хотим никаких осложнений, мы не хотим ни с кем ругаться, не хотим ни с кем воевать. Мы хотим нормального сотрудничества и уважительного отношения к нам, к нашим интересам. Премьер не исключил, что грузино-юго-осетинский конфликт спровоцирован специально, чтобы создать конкурентные преимущества для одного из претендентов на пост президента США. Дело не только в том, что администрация США не смогла сдержать грузинское руководство от этой преступной акции. Американская сторона фактически вооружила и обучила грузинскую армию. Зачем долгие годы вести тяжелые переговоры и искать сложные компромиссные решения в межэтнических конфликтах? Легче вооружить одну из сторон и толкнуть ее на убийство другой стороны. И дело сделано. Казалось бы, такое легкое решение. На самом деле, оказывается, что это не всегда так. Но у меня есть и другие соображения. Если мои догадки подтвердятся, то тогда возникают подозрения, что кто-то в Соединенных Штатах специально создал этот конфликт с целью обострить ситуацию и создать преимущество в конкурентной борьбе для одного из кандидатов в борьбе за пост президента Соединенных Штатов.